Всем привет! В одном из моих многочасовых серфов интернета, в том числе англоговорящего ютуба, я наткнулась на одно просто ошеломляющее видео. Очень интересный рецепт глины, который сначала просто привел меня в какой-то шок, в недоверие, но потом, конечно, все поменялось. Мы с вами все давно привыкли замешивать всякие виды глин исключительно на клее ПВА, да еще и чтобы он был как-то погуще, такой был очень липкий. Но оказалось, что все не так просто, точнее, правильнее будет сказать, что не так все сложно, как мы привыкли себе придумывать, все намного легче. Впервые мне пришла такая идея относительно сомнительности клея ПВА, когда я искала рецепты на всякие папье-маше, глины для лепки, там для разных изделий типа домиков, когда облепливают там банки и прочее. То есть это когда нужна прочная такая штука, чтобы держалась крепко, как камень. Так вот, в этих рецептах всегда добавлялось достаточное количество масла и, что самое интересное, жидкого мыла. А в чем же интересный момент? Все эти ингредиенты, по сути, должны растворять ПВА, то есть ослаблять его, делать его менее эффективным и как бы убирать его клеющие свойства. Это как раз всегда меня немножко и смущало в этих рецептах, потому что зачем это делается? То есть есть какая-то же причина. Это все отложилось у меня в голове, и когда я наткнулась на видео с рецептом вот этой самой массы для лепки, я как раз вспомнила об этом в своем выводе. Ну а теперь про сам рецепт, который я нашла на ютубе. Можете начать записывать. Нам понадобится полимерная шпаклевка. Ну, на самом деле, скорее всего, полимерная, потому что в видео не упоминается об этом, как бы нигде особо ничего точно не понятно. Возможно, может подойти и обычная шпаклевка, которая делается на основе гипса. Но я не пробовала, поэтому пока что я не буду утверждать это. В видео эту шпаклевку называют просто wall putty, то есть там, в принципе, на этих пакетах со шпаклевкой так и написано. Это переводится как настенная замазка, грубо говоря. Wall — это стена, а putty — это замазка. И второй ингредиент этого рецепта — просто вода, и все. Больше никаких секретов и никаких больше вазелинов, глицеринов и прочих интересных вещей. Просто шпаклевка и вода. Вообще сама полимерная шпаклевка состоит из минерального наполнителя. Это чаще всего мел, самый дешевый наполнитель, либо, может быть, это какая-то глиняная составляющая, я точно не знаю, какая, потому что на строительных материалах никогда не пишется состав, и это не нужно. В моей шпаклевке еще добавлена мраморная крошка, но на самом деле мне это дико бесит, потому что когда вот из нее начинаешь лепить, она такая, как песочек, прям на руках ощущается, не очень приятно. Я потом планирую купить какую-то другую полимерную шпаклевку. И помимо минерального наполнителя в шпаклевке есть связующее, то есть клеящее вещество, которое связывает весь этот порошок. А что именно там используется, я не знаю, но в теории это может быть тот же самый модифицированный крахмал, который используется для поклейки обоев, или даже карбоксиметилцеллюлоза. Может быть, там какое-то другое вещество, но это называют, скажем так, полимерным веществом, полимерным клеем, может быть, но это точно не тот полимерный клей, который продается в таких прозрачных упаковках, и сам этот клей прозрачный, он воняет ацетоном или спиртом. Нет, это не то вещество, однозначно нет. Даже не пробуйте, это не оно. Ну а теперь переместимся на стол и начнем замешивать. Сначала я покажу, какая у меня шпаклевка. У меня она пересыпана в пачку из-под Принглс, это супер удобно. Смешивать я сегодня буду вот такой кружки, это техническая кружка, я из нее не пью. У меня есть просто какая-то палочка и просто обычная вода без всяких добавок. Сначала насыплю, значит, попробуем совсем чуть-чуть сегодня. Я насыпала где-то, может, сантиметр или два шпаклевки. У меня тут водичка есть вот в таком вот виде, чтобы наливать совсем чуть-чуть. И понемножку буду добавлять воды. Потом, как бы, естественно, она станет жиже. И я уже буду тогда добавлять, наоборот, шпаклевку. Сильно много не нужно добавлять. Вот даже я чуть добавила, уже как-то слишком много. Это все потому, что часть порошка — это не мел, а именно вот само связующее вещество. Поэтому я добавляю шпаклевки. Нужно прям совсем до матового состояния, можно сказать, делать. Вот так вот она выглядит, когда в таком стоячем виде, можно сказать,
шпаклевочном как раз-таки. Вот она уже густеет заметно. Я продолжаю разбивать, потому что внутри могут быть мягкие такие жидкие кусочки, жидкие участки. Конечно, да, насчет того, какая она будет по крепкости, скажем так, это не идеал, но тем не менее вот все эти глины, которые DAS, я, кстати, снимала видео, если кто-то не видел, как я делала примерный похожий такой рецепт, как глины DAS, какая там еще, блин, вот, такой кусочек, и вот это остается как раз какой-то белый вот этот пигмент или мел, я точно не знаю, и вот так вот, когда стираешь, то ощущается немножко вот эта мраморная штука. Я даже не знаю, наверное, добавлю еще чуть-чуть, вот совсем маленько. И уже, наверное, если что, то дам просто отлежаться. Вода немножко подвпитается, все это начнет склеиваться. Самый, конечно же, кайф в том, что это получается не липкая такая штука, она реально от нее как бы пальцы, ну, не прилипают, да, на пальцах остается вот этот белый налет, но это нормально, я скажу так, потому что это нормально. Все глины так себя ведут, по сути. Так, у меня есть такая старая форма силиконовая, я ее не использую для еды больше, только для того, чтобы перемешивать. Конечно, в теории можно сюда еще добавлять какое-нибудь масло, но совсем чуть-чуть для того, чтобы было что-то более пластичное. Но я не уверена, может быть, даже и так сойдет. Чисто чтобы к рукам не липло. Возьму маленький сначала кусочек. Ну, просто еще не до конца как бы смешанное. Поэтому так выходит, что прилипает к пальцам. Вот, по сути, вот она, прелесть. Прелесть в том, что, смотрите, она даже немножко тянется, такая упругая, очень приятная. Конечно, из-за того, что здесь вот этот вот микромрамор, скажем так, то она не идеально гладкая получается, то есть, ну вот небольшие, может быть, какие-то, небольшая такая текстура от нее будет все равно. Но, тем не менее, это очень такая пластичная, интересная масса, смотрите. Она даже вот так вот тянется и не рвется. Очень клево. Я сейчас протру руки. Точнее, сначала я замешаю, а потом протру руки. Так, я помыла руки, смазала маслом, но сейчас я еще работать ей не буду. Я хочу положить в пакет, чтобы она как бы немножко отдохнула. Вот, пожалуйста. Отличная просто. Она довольно упругая, то есть она, ну, если вот так вот, конечно, она не держит форму, но тем не менее она не растекается, как если, например, смешивать там крахмал с чем-то. Вот я кладу в пакет, ничем не смазываю, просто оставлю полежать. Оставлю так где-то на полчаса, потом вернусь, и мы что-нибудь из нее слепим. Ну что, у меня полежало немножко, я не знаю вообще, имело ли это смысл. Ну, наверное, имело, чтобы все компоненты как бы пропитались друг другом и все такое. Я только что сейчас придумала, раньше до этого даже не знала, что делать хочу. Я хочу сделать маленькую такую шкатулочку, такую секретную, стилизованную под что-то такое волшебное, не знаю, вот что-нибудь прикольное придумаю. Вот, это у меня просто крышка с дезодоранта, я хочу ее облепить и потом сделать еще крышечку к ней такую. Мне кажется, будет прикольно смотреться. И еще хочу для кисточек сделать такую змейку, чтобы кисточки класть... Класть, правильно, да? Чтобы класть кисточки, чтобы они не лежали просто на столе. Короче, я тут постелила просто лист бумаги. Оно даже стало немножко чуть более липкое. Может быть, нужно будет сейчас еще припылить. Не знаю. Так, воспользуюсь маслом. Обычно вазелиновое масло. Так, поехали.
может, и не буду. Ну, подумаешь, будет прилипать к рукам. Чуть-чуть. Но, наверное, не так сильно. Так, первое, что я хочу сделать... Остаток положу пока сюда. Прикол в том, что она такая белая, ее даже не нужно там выбеливать или что-то красить, наверное, будет. Не знаю, посмотрим. Так, я хочу сделать вот так. А зачем? Не знаю. Как бы сделать-то? Это у меня труба ПВХ. В общем-то, даже неплохо на бумаге это все работает. Не знаю, какой толщины. Наверное, достаточно. Как я это сейчас буду делать, я не знаю. Я возьму, наверное, вот так просто. Блин, как классно. Так приятно работать, если честно. Она так хорошо обхватывает все это дело сама. Так, и нужно будет обрезать. Как мне это сделать? Смотрите, как красиво. Блин, такое полотно клевое. Я просто делаю вот так, насколько я понимаю. Просто отваливаем все это. Если что, сейчас поправлю. Сделаю, наверное, ободочек, что ли, такой. Конечно, я потом это все шлифану и все такое. Я, наверное, возьму кисточку. Просто взяла кисточку немножко вот так вот смочить, немножко выровнять некоторые моменты. Вообще, конечно, цели сделать как-то идеально ровно у меня сейчас нет. Просто пробую. Да и, в принципе, ненавижу, когда все сделано идеально. Это как-то теряется смысл ручной работы. Я просто на палитру налила воды и немножко вот так делаю. Ну, допустим, готово. Положу это вот так, вверх ногами. Тут у меня что осталось? Оно даже не засохло, пока лежала. Теперь нужно сделать крышечку к ней. Я сейчас примечу прям вот где она лежит. Хотя бы ориентировочный размер. Естественно, нужно будет сделать побольше. Я немножко уехала в сторону, не особо видно. Но она очень, блин, она очень классно раскатывается, не трескается практически по краям. Вот, смотрите. Ну, совсем чуть-чуть. Но даже полимерная глина трескается. То есть... это ни о чем не говорит. Я тут рядышком просто примечу, наверное. Края крышки я потом обработаю, то есть вообще мне это ничего плохого в этом нет, что что-то неровное. Я потом сделаю, специально сделаю побольше, потом сделаю красивенько. И сейчас я сделаю вот такой ободочек. Пытаюсь сделать поровнее, не знаю, насколько получится. Теперь чуть-чуть смочу поверхность. Если оно потом отпадет, я это приклею на клей ПВА, например, уже. Я знаю, что как бы так не совсем правильно делать, но сейчас попробуем сделать так. И теперь я хочу сделать змейку. Нужно немножко размять материал, потому что он немножко как бы такими складками берется, чтобы получилась ровная колбаска, равномерная. Аккуратненько так делаем. Периодически катаю туда-сюда, потому что линейка узковатая все-таки для этого дела. Вот такая у меня змейка получилась. Я хочу просто вот так вот ее подровнять сейчас. И все, оставляем высыхать. И уже вернусь, наверное, на следующий день, может быть, а может быть через день. Посмотрим, что у меня получилось. Показываю чистые изделия без всякой обработки. Я знаю, что это важно для тех, кто ищет на YouTube разные варианты глин для лепки, так как важно посмотреть на все особенности, искажения, трещинки. А у меня все высохло без трещин и искажений, но на большой змейке есть морщинки, и это очень интересный момент. Я решила также протестировать и на хрупкость, и, как видно, все отлично. За кадром еще кидала на пол с высоты около 40 сантиметров. Мне кажется, что морщинки получились из-за того, что я долго эту змейку раскатывала, она подсохла. А при раскатке она же растягивается, и поэтому покрылась такими растяжками. Я замешала акриловый лак и крахмал. Такая смесь скрепляет изделие, защищает, заполняет мелкие неровности, создает очень приятное шелковистое покрытие типа soft touch. Кстати, я уже за кадром слегка обработала изделие бафиком, а крышку баночки маникюрным фрезером. Вот покрываю крышку заготовленной смесью, она заодно скрепила бублик и крышку. Кстати, я была удивлена, что этот бублик, в принципе, очень крепко приклеился к крышке еще на моменте лепки. Я ведь просто смазала тогда поверхность водой.
И вот уже все готово к покраске. Замешиваю в белый акрил концентрированные пигменты. Это включение уже с результатом. Я готова показать, что у меня получилось. Первое — это вот такая шкатулочка, которую я делала. Здесь я обработала все внутри, чтобы оно коннектилось, все в порядке было. Вот. Вот так вот она закрывается. Я сделала рисуночек со звездочками, с такими, с белыми. И получается градиент от нежно-фиолетового к нежно-розовому. Вот такая крышечка. Очень мило получилось, по-моему, прям вообще класс. Также у меня еще в такой же расцветке 2 змейки для кисточек. Одну я пока что оставила, вот эту большую, без покрытия, без ОФ смолы, а вот эту покрыла смолой. Вот так вот она выглядит. Тоже такие же звездочки сделала. А вот это у меня без покрытия. Она получилась так нежно, как бы вот из-за этих складок, которые получились у меня, кстати, о них еще поговорим. Из-за этих складок получилось, как будто она сделана из маршмеллоу, что ли, что-то такое зефирное. Очень прикольно. Смотрите, какая текстура. Очень жалко ее перекрывать, потому что, ну, с одной стороны, когда ты красками занимаешься, это все будет засерено, потом это все будет замазано, красками. Поэтому, конечно, желательно покрыть УФ смолой. Но я даже не знаю. Расцветка потрясающая. И что хочу сказать в итоге со своими штучками. И что хочу сказать в итоге по самому материалу, что какие я сделала выводы. Вообще это очень прочный... Сейчас, секунду. Вообще это очень прочный материал получился, ну, для того, чтобы им пользоваться в обычной жизни, не делать каких-то там лишних движений, самостоятельно пытаться это сломать, это какие-то глупости, конечно. Вот я сделала один кусочек просто, и я его бросала на пол, бросала на всякие разные поверхности, и он не ломается. Он вот такой вот ровненький получился, гладенький очень. Сама вот эта глина из-за шпаклевки, из-за того, что она финишная, наверное, получается идеально белого цвета, не нужно никак грунтовать уже затем, не нужно перекрывать ничем белым, то есть уже идеальная база есть, и довольно-таки прочный материал. Есть у меня еще идея, как сделать его еще более прочным, но даже вот так вот в базовом варианте очень клево, очень быстро делается, не нужно никаких дополнительных изощрений, просто шпаклевка и вода — это просто суперский вариант, я считаю, вполне себе пригодный для использования, для какого-то домашнего там творчества или, может, даже на продажу, не знаю. Вот. Я очень довольна тем, что каким-то образом откопала этот рецепт и поделилась с вами. Надеюсь, что вам было полезно. Поставьте лайк, подпишитесь, если вам, в принципе, интересна тема рукоделия, в том числе лепки. Спасибо большое за просмотр, за вашу поддержку, и всем пока!